позадаю вопрос. Всем привет, большое спасибо, что нашли время сегодня подключиться. И я представляю нашего спикера. У нас Дмитрий Рожков, это блогер известный, специалист я так понимаю, что специалист-разработчик. Я очень много посмотрел ваших роликов, они действительно очень классные. В подписи к этому видео мы разместим ссылку на канал Дмитрия, и обязательно подпишитесь и приходите, посмотрите. Это действительно очень качественная информация. Дмитрий, мы посмотрели, почему мы пригласили вас на интервью, мы посмотрели ролик, где вы тестировали и программистов. Учитывая, что в последнее время все мыслят вот этими вот категориями и программистов, и даже есть крупные компании, которые мечтают об этом, что они разделят по ролям вот этот весь процесс программирования и раздадут искусственному интеллекту. Очень интересно ваше мнение, вот почему вы взялись протестировать эти AI-программистов, и как вы выбирали продукты, которые вы тестируете, по какому принципу, и что хотели вы получить в итоге? Да, ну, для начала спасибо за приглашение. На самом деле приятно пообщаться на интересную мне тему. Я работаю менеджером, то есть у меня в управлении порядка 15 человек, то есть я на работе не программирую уже довольно давно, но программирую для каких-то своих проектов, ну, в частности, для вот медиа-проектов, блогов и прочих, там, телеграм-ботов поддерживаю. И, соответственно, вот эти вот все агенты с искусственным интеллектом, так называемым, они, ну, попали в зону моих интересов, в частности, из-за медийной деятельности, да, то есть это новости так или иначе. Ну и так как я сам все еще для себя разработчик, то мне интересно в этом было поразбираться. Вот, то есть как я выбирал тех, кого тестировать, по большому счету, нужно начать, что началось все, наверное, с нашумевшего проекта под названием Devin, да, то есть это такая, как сказать, имя составное, как бы dev, это как типа developer-разработчик, да, то есть как бы имя, происходящее от, собственно, роли этого агента, да. Но так как Devin сейчас в закрытой частной бета-версии, то есть туда может попасть только по приглашению, мне приглашение никто не выдал, я решил посмотреть, какие есть еще инструменты на рынке доступны, и желательно, чтобы они были с открытым исходным кодом, или как минимум, чтобы они были бы доступны людям просто ну, по подписке, да, то есть можно подписаться и тут же попробовать. Вот, поэтому первая это была Devika, то есть Deviку сделали буквально, мне кажется, через пару недель после того, как анонсировали Devina, причем когда анонсировали Devina, просто показали интерфейс, поэтому разработчики Deviki, можно сказать, наверное, ее просто реверс-инженернули и сделали. То есть, для тех, кто не знает, в чем там суть интерфейса в том, что у вас есть а, это как бы такая своего рода определенная среда разработки, то есть они все пытаются уложить в одну песочницу. Там есть и чатик для общения с агентом, и есть какой-то виртуальный интернет-браузер, и есть какая-то там вот консоль и виртуальная IDE, где можно вроде как код писать. Вот, то есть это был первый инструмент. Потом я попробовал, понятное дело, курсор. Это IDE со всякими штуками с искусственным интеллектом. И в частности у них есть интерфейс, который как бы они стараются сделать тоже, то есть перевернуть IDE с другой стороны, то есть как бы полностью вам, как он называется, композер, кажется, то есть полностью сказать, что типа окей, что вы не будете писать код, вы будете писать, собственно, инструкции какие-то этому агенту. В общем, потом попробовал инструмент, как называется Aider, то есть это по большому счету такая штука уже для терминала, для так называемой command line консоли, да, и на мой взгляд этот инструмент, ну, как бы наиболее бесшовно, что ли, входит именно в то, как работают программисты сейчас. Также я попробовал еще
инструмент от компании Replit. Replit, они, по-моему, предоставляют, вообще говоря, хостинг, ну и в частности они придумали вот такого вот агента, что можно прямо вот у них на их сервисе написать какой-то код, тут же его задеплоить, и вот он тут же начнет работать, а вы будете платить, собственно, за хостинг. То есть тоже понятно, почему они это делают. Они хотят как можно больше людей подписать на свои услуги, соответственно, они хотят демократизировать, наверное, так скажем, разработку. То есть я не помню, всех я перечислил или нет, но по большому счету я а, выбирал действительно инструменты, которые были на слуху. Понятное дело, что я, наверное, не все покрыл, которые было возможно покрыть. И самое интересное, что после того, как я выпустил это видео, буквально там на следующий день там OpenAI компания выпустила новую модель, там O1, и буквально вот я вчера написал пост, что буквально еще 2 инструмента выпустили, которые, собственно, работают в том же направлении. То есть прогресс буквально неделями исчисляется. Вот, и видео уже устарело. Я думаю, я думаю, что вы его обновите через какое-то время. Мы бы хотели видеть вот более такой, более развернутый обзор. А скажите, а с какими неожиданными проблемами вы столкнулись при использовании вот этих AI-агентов? Вот ваше впечатление, может, что-то удивило? Я, наверное, расскажу немножко про то, как я сконструировал этот эксперимент, в принципе, потому что это очень важно. То есть я, наверное, ну, как бы плоховато рассказал об этом в видео, поэтому некоторые люди на меня как бы кто-то набросился, кто-то начал говорить: «О, и не умеет писать код». Но суть была в том, что я создал эксперимент таким образом, что проекта не было, надо было написать проект полностью с нуля. То есть была пустая папка. То есть вообще никакого не было ни кода, ни бойлерплейта, ничего. Вот. И, соответственно, я просто хотел, чтобы, ну, как бы написать один промпт, условно говоря, как если бы я бы этот промпт взял как задание с какого-нибудь сайта на фрилансе. То есть теоретически такое задание на фрилансе можно было бы получить. Предположим, что я, допустим, как блогер, и у меня, допустим, есть очень много видеоматериала, и я хочу, чтобы у меня был какой-то сервис, который принимал бы видео или аудиофайлы, расшифровывал бы их в текст и, соответственно, сжимал бы этот текст и делал бы из них вот эти вот самые для «Ютуба» оглавления, да, такое в определенном формате. Вот, то есть кажется, довольно простая задача в этом плане и довольно хорошо формализуемая. Более того, я даже указал, какими сервисами нужно пользоваться, потому что я ими уже пользуюсь самостоятельно, то есть у меня есть свой код для этих задач. И, соответственно, проблемы, с которыми я столкнулся, ну, для начала то, что некоторые агенты начали писать код на питоне, когда я явно просил писать его на TypeScript, например. То есть это был один из моментов. Другой момент, наверное, был самый очевидный, что ни один из проектов вообще не запустился изначально и не был готов как бы, ну, вот полностью пройти полностью по всем шагам и все выполнить, даже несмотря на, допустим, на качество. В том плане, что, ну, хотя бы как-то что-то должно быть на выходе. Про качество здесь отдельный момент, потому что все модели, которые я протестировал, они предлагают использовать устаревшие уже, собственно, модели для, например, для суммаризации текста. То есть и поэтому лично я для себя как бы определяю примерно дату отсечки тренировочного материала для того агента, которого я тестирую. То есть если в тот момент ам, текстовая модель DaVinci была ну, в тренировочных материалах, значит, наверное, это, соответственно, можно определить примерно дату отсечки обучения этой нейросети. Вот. Но в основном, как бы говорю, самое смешное было то, что когда они начинают писать на питоне, и у меня там даже были интересные переписки, типа, эй, а разве можно в TypeScript запустить файл с расширением P? Ну, нет, это расширение для питона. Я говорю, да, но я-то попросил написать на TypeScript. Вот. Ну и они, конечно, в этот момент извиняются, переписывают все это на TypeScript, тоже там с определенными степенью отсутствия качества, скажем так. И здесь, наверное, второй момент, который я обнаружил, то, что код-то они, допустим, пишут, но в частности, например, если использовать такие среды, как Node.js и TypeScript,
то получается, что там нужно довольно много обертки для того, чтобы TypeScript на Node.js заработал. То есть нужно настроить, собственно, сам вот этот компилятор TypeScript, и никто этого не делал. То есть они просто честно написали код, который невозможно было запустить. То есть, чтобы его запустить, нужно было еще как бы немножко вот попотеть и все это настроить, и не всегда это получалось. То есть получается, что с первого раза ни один из этих агентов не выполнил, ничего не написал. Потому что мы видели, вот когда тестировали вот этот новый О1, вот превью-версию, да, она пишет с первого раза, и причем достаточно качественная. Буквально вчера была презентация, написали программу для управления этим квадрокоптером. Причем написали и для видеокамеры, и для полета и так далее. Все это из модуля собрали, запустили. А почему эти агенты не пишут сразу? Почему такие простые ошибки совершают? При выборе языка. Ну, как бы я не углублялся конкретно, как они разбивают задачу и как они ее, собственно, исполняют, но я думаю, что оно же, в принципе, получается, как все эти агенты предлагают вам писать все на питоне, например, да, то есть питон это прямо для них это язык номер один. Оно и понятно, на питоне очень много кода, в частности на гитхабе, то есть и я даже писал пост в телеграм-канале, что смешно, что вот эти вот все языки, которые ну, мы не считаем, допустим, красивыми, там PHP или там JavaScript или Python, они, возможно, станут языками номер один хотя бы потому, что на них очень много написано кода, соответственно, для них гораздо больше материала для обучения нейросети. Вот. И я тоже видел, конечно, такие демо-версии, и что сеть способна написать код, и он запускается, работает и делает то, что надо. В принципе, вот последние мои эксперименты вчера, буквально ночью я запустил. Я думаю, что тот код будет работать. Ну, опять-таки, с оговоркой на TypeScript. И вот, собственно, в этом-то и проблема. То есть получается, что с одной стороны они пишут код, с другой стороны они пишут ну, только код. И, наверное, в тех средах, где этого достаточно, например, если это будет Python, то есть по большому счету вот у вас есть код, у вас есть какие-то зависимости, вы устанавливаете зависимости из файла requirements.txt и полетели. А с TypeScript там как бы очень много разных таких вариантов, и как будто бы нету какого-то канонического варианта. И вот мне кажется, когда нет какого-то такого канонического варианта запуска проекта, вот там вот возникают вот эти вот проблемы. Плюс, наверное, самая большая ошибка ожидать от нейросети, то, что вот она действительно с одного промпта обязательно прямо все напишет правильно. Э, и что я замечал по своим проектам, нейросеть гораздо лучше справляется и помогает, когда уже есть какой-то код. То есть и когда уже у проекта есть какие-то определенные зависимости, на которые она может как бы ну, ссылаться, смотреть и делать по примеру. Вот. И в этом плане, возможно, мой эксперимент был сконструирован не совсем корректно в этом плане, но так как я использую в основном JavaScript, TypeScript, то мне было интересно проверить, собственно, возможности сети именно а, с языками программирования, которые я использую. Дмитрий, а вы видели, что сейчас вот многие модели предлагают вот такое окошко рядом, где они уже запускают, ну, условно, песочницу, в которой они уже Мгм. запускают код. Я так, насколько правильно я понимаю, это у Клода это артефакт называется, а у ChatGPT они Canvas тоже типа полотно. Вот появление вот этого вот этой песочницы, где сама нейросеть уже может протестировать, запустить код, и где уже видно результат исполнения кода, насколько он повышает эффективность в ваших глазах вот этих вот нейросетей для разработки? Ну вот это примерно, наверное, те самые мысли, которые можно почерпнуть из двух видео, которые я делал про искусственный интеллект для программирования. А, И мне кажется, вот эти вот агенты, которых сейчас начали все создавать, они, собственно, нам покажут, как мы программируем, потому что, мне кажется, это тот момент был не совсем понятен, потому что кажется, что человек просто пишет код. Но на самом деле это занятие сопровождается еще уймой других вещей. То есть, во-первых, код надо где-то запустить.
да. То есть, соответственно, у агента должно быть какие-то программный интерфейс к этой платформе, да. И, соответственно, гораздо проще, если создать какую-то песочницу, в частности, чем занимаются, например, Replit, у них прям вот на сайте их песочница есть, или так же самое Canvas я вчера вот протестировал, или так же самое bolt.new, вот этот вот сервис от StackBlitz новый, они все куда-то примерно туда идут. Оно, в принципе, получается, что есть эйдер, который работает прямо из терминала, и как будто бы он может тоже что-то запускать прямо на твоей хост-машине, но тут, наверное, с безопасностью могут быть вопросы. И получается, что на самом деле много таких вот моментов. Мы ходим, читаем документацию, да, то есть мы гуглим, идем на сайт документации, изучаем ее, потом пробуем как бы адаптировать эти знания под нашу задачу. А нейросеть, я не говорю, что она не может это сделать, но нужно этого агента конструировать именно таким образом, чтобы он это все по шагам тоже мог рассматривать, и чтобы это все продолжало входить в его окно контекста, да, потому что в окне контекста он должен держать текущую задачу, соответственно, весь код, который уже был написан, соответственно, всю документацию, либо частично документацию. Опять-таки, если частично, то он должен уметь, ну, как бы выбирать из документации, что конкретно ам, держать в контексте, что не держать в контексте, потому что, по большому счету, вот эти вот все LLM-ки, которые работают с промптом, э, как я сам на самом деле недавно узнал, вот этот вот чат, нам кажется, что мы общаемся в чате. То есть мы пишем сообщение, и нам приходит новый ответ. А на самом деле для нейросети это всегда один промпт. Мы просто увеличиваем промпт. То есть получается, что мы пишем первый запрос, нейросеть нам отвечает. Мы пишем уточнение, но для нейросети это новый промпт, который содержит наш запрос, ответ и новое уточнение. И получается, что чем больше мы общаемся с нейросетью в процессе написания программы, например, она начинает терять уже то, что было в начале, и это тоже может быть определенной проблемой. То есть в этом плане гораздо выгоднее написать, как бы, и не выгоднее, гораздо, наверное, более правильная стратегия будет придумать вот этот изначальный промпт, который сразу даст хороший код, а потом как-то с ним работать. Вот, то есть, но возвращаясь к вашему изначальному вопросу, да, есть такие как сказать, они вот поэтому, мне кажется, вот эти все компании, которые этим занимаются, они пробуют как-то ограничить, то, где нейросеть, сможет, ну, или агенты этой нейросети смогут работать, непосредственно с разными вещами. Там вот с платформой, чтобы код запустить. Чтобы его запустить, получить ошибки, что-то сделать с этим. Потом, например, какой-то доступ нужен в интернет, чтобы там, опять-таки, делать запросы поисковые, либо сграбливать странички с документацией, PDF-ки или еще что-то, чтобы это куда-то загружать. И должна быть, наверное, какая-то, опять-таки, база данных для RAG поиска, да, то есть какая-то векторная база данных должна быть, чтобы можно было эту базу знаний как-то с ней работать, чтобы нужно было помнить, создать карту репозитория с кодом, например. Потому что если начать об этом думать как о проблеме с точки зрения деятельности человека, то мы как-то умеем переключать, но у нас тоже голова не содержит полный контекст. Мы не помним весь код нашего репозитория, если там миллион строк. Но мы умеем по каким-то якорям переключаться и менять вот эти окна контекста. И мне кажется, вот это вот тот момент, который сейчас пробуют воссоздать в этих агентах, но пока как будто не получается до конца это сделать. Скажите, а вот вы когда это проводили тестирование, вот насколько близко какой-либо из агентов подошел к решению вашей реальной задачи, и что помешало ему дойти до конца? И интересно, насколько какой агент был ближе, чем другой? Вот ощущалось, что есть превосходство одного агента над другим? Ам, я думаю, что, по результатам теста самый такой готовый результат, выдал мне все таки Cursor Composer, который работает, ам, Claude Sonnet 3.5, кажется, да, там модель у него. Вот. Я не пробовал, артефакты, от Anthropic, но, у меня есть просто подписка на Cursor, и подписка на Cursor включает, в частности,
модель Claude. То есть поэтому я как бы не использовал ни артефакты, ни тех агентов, а то, что вот в самом курсоре есть. И по большому счету, мне кажется, он подошел наиболее близко, вот, но это на момент эксперимента, потому что сейчас мне гораздо больше нравится тот код, который написал сервис bolt.new. То есть это такой прямо веб-сайт https bolt.new. И он прямо написал хороший структурированный код. То есть вот я ему, грубо говоря, дал по шагам задачу, он написал индексный файл, как бы точку входа в программу, где он все мои вот эти шаги разбил на функции. Эти функции он вынес с отдельными модулечками. Ну, оно как бы, ну, вот если бы я ревьюил такой код, я бы подумал, ну, да, окей, с этим уже можно работать. Потому что, например, э, э, Canvas от OpenAI, он просто написал все в одну портянку. Ну, примерно так, как я его написал, этот код. То есть, э, с одной стороны, как бы он написал это так, как я написал, но я-то хотел бы улучшить свой код, потому что у меня-то код написан, как сказать, ну, как демо-версия, как просто как черновик. Вот я, собственно, почему и обратился к нейросети, чтобы свой код улучшить. Так что в этом плане, как вот говорили, что Claude Sonnet — это на тот момент, по крайней мере, была самая продвинутая модель для программирования, и в моем эксперименте это, ну, примерно так, наверное, и было, да. А сколько шагов надо для того, чтобы объяснить модели, что надо сделать? Вот я понимаю, что она не с первого раза начинает соображать, то есть надо там дополнить промпт, и насколько промпт должен быть подробным. Вот это, мне кажется, тоже одна из таких проблем. То есть, с одной стороны, как бы, нейросети — это, ну, не то чтобы чудо не произошло, но так или иначе для людей, которые провели с ними время, с этими LLM-ками, все приходят к одной и той же мысли, что garbage in, garbage out, да, то есть если вы даете плохой промпт, то вы получите плохой ответ. Ам, и, соответственно, несмотря даже если перепрыгнуть на нейросети, которые генерируют картинки, казалось бы, ты там пишешь, не знаю, там красивый котик на закате, и он тебе рисует красивого котика на закате. Здорово. Но если тебе нужно совершенно определенного котика, как ты его себе примерно представил в голове, вот здесь начинаются проблемы. Как это описать таким образом, чтобы получить вот именно то, что тебе как бы было нужно, там, плюс-минус. Вот. И в этом плане примерно с программированием примерно так же самое. То есть если ты напишешь просто напиши мне рандомную страничку для интернета, он сделает. Но если тебе нужно действительно что-то, что ты можешь верифицировать, здесь начинаются проблемы. Плюс самое, что и смешное еще, наверное, что меня удивило, но о чем я не говорил, это ни одна из моделей даже не предложила написать тесты. Ну, то есть вообще. Даже не создала никакие ни обвязки, ничего для тестов. Эм, Тут такой момент, потому что, ну, как бы лучшей практикой считается, что мы тестируем свой код. Более того, тесты помогли бы верифицировать программу, правильно? Но это по поводу подробностей промпта. Здесь я немножко, как бы, как это говорится, э, ну, стараюсь все-таки, наверное, защищать людей, которые говорят, что промпт должен написан быть человеческим языком, и, наверное, не сильно подробный, потому что иначе написание промпта для простого такого задания будет сопоставимо по трудозатратам, собственно, с написанием такого сервиса. Потому что я тоже приводил ссылку в своем телеграм-канале. Человек говорит, вот у меня есть промпт, который пишет все с базой данных, с ORM-кой, совсем-совсем, но извините, но там промпт на 200 строк, и в промпте он прямо прописывает примеры, как нужно описывать для ORM на TypeScript базу данных. И мне кажется, это уже немножко нечестно. То есть вы половину кода всего написали, а потом говорите, что нейросеть вам чего-то там генерирует. То есть я как бы склоняюсь к тому, что задание должно быть примерно таким же, как вот программист получает, например, техническое задание от, давайте скажем, грамотного менеджера, да, то есть потому что тут есть такие шутки в том плане, что заказчики не умеют хорошо описать задание, и поэтому программисты в безопасности. Вот. Но вторая половина вашего вопроса была именно про сколько итераций нужно. И здесь как бы все зависит
от того, кто, наверное, с этим работает. Потому что я сейчас заметил, собственно, ну, по своим знакомым, в частности, что и примерно об этом я пробовал рассуждать в видео. То есть, а кто, собственно, целевая группа сейчас для пользователей, для вот этих вот агентов? И получается, что я пришел к выводу, что целевой группой являются люди, которые все-таки что-то понимают в программировании. То есть они могут читать программный код, они примерно понимают, что там есть переменные циклы, зависимости, как это можно запустить, протестировать, да, то есть, по крайней мере, это должен быть такой, ну, грамотный тестировщик, вот, который тестирует не черные ящики, а который что-то все-таки понимает, что там происходит. Вот, плюс у этого человека должно быть довольно много времени. Вот, и этот человек должен, как сказать, обладать некоторой усидчивостью, способностью с нейросетью общаться, улучшать свой изначальный промпт, откатывать несколько шагов назад, чтобы попробовать другие стратегии, потому что, в частности, у меня это занимало, ну, хороших так полчаса-час, наверное, с каждой нейросетью я провел, с каждым вот из этих агентов, чтобы, ну, просто после определенного момента я просто как бы останавливался, потому что я не хочу тратить целый день на одну какую-то нейросеть, чтобы получить полностью рабочий код. Но я если смотрел, что если, допустим, она генерирует, код, я его запускаю, мне выдается ошибка, я эту ошибку возвращаю нейросети, она мне говорит, что я сейчас вот это исправлю. В итоге что-то меняет, ошибка не исправляется, появляется другая ошибка. И после нескольких таких итераций я понимаю, что это как бы мы в тупике. Вот. То есть, и понятное дело, что, наверное, если бы я потратил еще час, я бы смог это решить. Но, в частности, конкретно в этом эксперименте, ну, вот я такие ограничения для себя ввел. Но так как я все-таки программист, ну, по крайней мере, в прошлом профессиональный программист, а сейчас я, можно так сказать, программист-любитель, то я некоторые моменты сам могу дописать, да, то есть я сам могу прочитать ошибку и понять, откуда она происходит. Мне для этого не нужна нейросеть. Вот. Но здесь мы приходим опять-таки к тому моменту, а не быстрее ли бы мне это было как программисту самому написать? И это сложный вопрос, на который у меня еще нет ответа. То есть вы хотите сказать, что человек не программист, не способен создать какую-то программу самостоятельно. Но ведь в нейросетях и в копайлотах заложена же эта возможность возвращения ошибки вот этой вот Мгм. и постоянные попытки переделать. То есть нейросеть, она же согласна постоянно что-то дорабатывать. И я как бы ну, я, может быть, небольшой практик, я не встречал, чтобы проблема не решилась. Она может попробовать другой язык, она может предложить другой подход. Ну, или действительно тупиковые позиции встречаются, и они реально не позволяют использовать текущие копайлоты как реальных программистов. А людям, ну, с чисто менеджерским образованием. Например, мы представляем, что есть менеджер, у него есть задание от клиента, и он пытается написать программу только с нейросетью, не понимая программирования. Вот как вот этот вот вариант, насколько он жизнеспособен? Ам, ну, я думаю, что это один из тех примеров, когда, первый же человек, который не понимает ничего в программировании, ну, если я скажу, что это не способный, то мы точно найдем человека, который это сделал, да. То есть и он как бы сразу же опровергает этот тезис. Поэтому я уверен, что это возможно, потому что, ну, даже с одного промпта пишут нейросети, код, да, просто все зависит от того, какой это проект, сколько там степеней свободы, так скажем, потому что, ну, вот в моем тесте сколько там было пунктов, наверное, 7, то есть надо было загрузить файл, в удаленное хранилище файлов, потом файл этот нужно было скормить, расшифровщику в текст, потом этот текст нужно было сжать, потом по этому сжатому тексту нужно было сделать главы для "Ютуба", потом, соответственно, нужно было написать пост, на определенную платформу блогов. То есть как бы несколько связочка такая была. А если мы просто говорим, в частности, например, есть, Алексей Картынник, который более известен как IT-борода, и он сделал как бы видеоответку, где он сидит и, соответственно, с нейросетевым агентом пишет, как он назвал, клон "Гугла". Вот. Но по большому счету он просто делает веб-мордочку, которая дергает одну опишку. И, соответственно, вот количество степеней свободы гораздо ниже. И он использует, по-моему, тоже питон там. Вот. То есть понятное дело, что как бы язык, который нейросеть лучше всего знает,
И всего там одна или две API-шки. По-моему, там одна API-шка, это был, собственно, поиск Гугла, а вторая это API-шка OpenAI была. Вот. И, соответственно, наверное, за полчаса 40 минут он с разными промптами и скармливая ошибки нейросети, получает готовый результат. То есть это теоретически это возможно. Я верю, что такое происходит. У меня немножко другое. Я почему и говорю, что если у вас много времени, то у вас получится. И здесь вопрос следующий. То есть, насколько ценно, допустим, время вот этого условного менеджера, что он будет тратить целый рабочий день вместо того, чтобы делать менеджерскую работу на общение с нейросетью. И если ответ, что ценность, которую он генерирует, высиживая целый день с нейросетью выше, то, наверное, какая-то бизнес-ценность у этого есть. Вот. А если в этот момент он бы лучше сходил, поговорил там с клиентами, либо там, не знаю, проделал какую-то менеджерскую работу, там по процессу улучшал или еще там чего-то там в Excel-ках посидел, я не знаю, то здесь уже начинается вот это вот бизнес-момент, куда, собственно, мы тратим свои деньги. То есть нам, может быть, лучше все-таки джуна с нейросетью посадить, который уже что-то хотя бы знает про код, хотя бы какие-то минимальные познания. Ну, по И мне поводу, кажется, по что поводу это будет эффективней. По поводу джунов же сейчас, мы отлично знаем, что нейросети убили джунов как таковых, но их просто не берут. Но это отдельный разговор. А я хотел бы спросить, вот в свете достаточно, я бы сказал, таких пессимистических прогнозов с вашей стороны, а видите ли вы вообще потенциал в использовании АИ-программистов в будущем? Или считаете это маркетинговым ходом? Я почему спрашиваю? Потому что я точно знаю, что многие компании прям вкладывают, инвестируют огромные средства в то, чтобы создать платформы, где условно человек приходит, заказчик, я хочу сайт создать, я Мгм. нажимаю там положить один сайт в корзину, оплатить, и дальше вот эти вот все АИ-программисты мне его делают, и я уже получаю готовый продукт. И таким видится будущее программирования. Вы с этим не согласны, я так понимаю? Э, Я, я с этим, наверное, скорее согласен, чем не согласен. Но, у этого, наверное, есть ряд допущений, которые надо сделать. А, и даже на самом деле, с одной стороны, как будто бы про сложность проектов, с другой стороны нейросети нет разницы, насколько там сложный код писать, генерировать. Вот. А у нейросети есть, некоторые ограничения, то есть о которых мы поговорили. Это, в частности, входные данные, да, то есть на чем она была обучена, плюс окно контекста, с которым оно работает, плюс, естественные ограничения физического мира, которые я на самом деле думал, что гораздо более применимы к физическим роботам, чем к, софтвер-роботам. Но оказалось, что софтвер-роботы утыкаются примерно в те же самые ограничения. То есть, софтвер-робот не может просто так запустить у меня код на моей машине. То есть, это вот эти все стыковки, это кто-то должен к нему подключить. Вот. И, вы действительно правы. То есть, вот в частности, первый такой сервис — это, rebel.it, да. То есть это как раз таки вы туда заходите, у вас есть окошко с чатом, вы туда что-то пишете, он вам генерирует сайт и позволяет одной кнопкой его запустить на их же платформе. Только кредитную карточку подключай, и все, никаких проблем. А второй момент — это вот этот вот, сервис, bolt.new. Мне кажется, он примерно так же работает. Там тоже можно одной кнопкой запустить у них на платформе тот код, который вы сгенерировали. И мне кажется, что, на данный момент, и, ну, недавно было интервью с, Марком Цукербергом, да, где он как раз таки говорит, что мы еще не знаем, где, границы у LLM. То есть, в частности, понятное дело, что он, возможно, лукавит, может быть, он знает лучше или нет, но, по крайней мере, сейчас это выглядит так, что если мы дадим больше, вычислительных мощностей и больше входных данных, то мы получим на выходе более мощную модель. То есть пока мы, как человечество, да, не нащупали вот этот предел мощности модели, да. То есть вот, одна из последних моделей — это 400 миллиардов параметров, кажется, они выпустили эту ламу, 3.2. И они говорят, что если, допустим, еще удвоить количество, видеокарт для обучения, то можно еще сделать более
умную модель, скажем так, да. А, То есть поэтому кажется, что, ну, мне кажется, было бы неправильно и недальновидно говорить, что это невозможно, потому что пока тупик, пока потолок не нащупал никто. Вот как только нащупают потолок и скажут, что окей, вот это самая умная модель, которую мы можем натренировать, а дальше нам нужно строить атомную станцию, чтобы питать электричеством тот дата-центр, который будет тренировать следующую. И, в принципе, Microsoft уже нанимает атомщиков, энергетиков-атомщиков, потому что они идут куда-то туда. Вот это нужно очень много электричества для этого. И в этом плане мне кажется, что это будет в каком-то виде, это уже есть, и для каких-то задач это уже работает. Но примерно так же работали вот эти вот ноу-код решения с конструкторами. Они же тоже так или иначе какую-то определенную нишу программистов, по крайней мере, на фрилансе, уничтожили. Вот. Здесь я про джунов не совсем согласен. То есть их, может быть, и не нанимают, но джун с таким нейросетевым помощником гораздо более эффективнее, чем без. Вот. И это как раз-таки подтверждает тот мой тезис, что если человек понимает, что ему нейросеть пишет, хотя бы семантически, то этот человек гораздо эффективнее ее использует. Вот. Но мне кажется, что здесь, опять-таки, основная загвоздка сейчас именно не в том, ну, не в том, как они это умеют генерировать с первого захода, а именно вот в этих вот связках, чтобы научить эту нейросеть верифицировать то, что она сгенерировала, и пробовать как бы на основе этого что-то там менять. Потому что на данный момент, ну вот в частности О1, это же одна из вот этих первых попыток чтобы нейросеть, ну условно, тот интерфейс, который нам показывал, сам как-то разбивал это все на задачи, верифицировал и только потом давал ответ. Вот. То есть и мне кажется, что вот в этом направлении еще работать и работать, и оно, мне кажется, куда-то все равно туда придет. Я Вот, вот как что раз она будет хотел, да, я хотел сама спросить вот крутиться, как да. раз ваше мнение вот по этой системе, которая позволяет размышлять нейросети. Я так понимаю, что вот эта превью-версия это как раз демонстрация процесса размышления какого-то, каких-то выборки каких-то ответов уже готовых. Как вы считаете, насколько вот такой подход может повысить качество программирования вот этими копайлотами? И какие другие сейчас подходы наиболее распространены? Я так понимаю, что превью-версия это такой инновационный подход, а как сейчас, вот вы смотрели нейросети, подходит к написанию кода? Мне кажется, если посмотреть на превью, на О1 превью, то, они просто упаковали то, что некоторые люди, так называемые промпт-инженеры, делали самостоятельно, да. То есть, даже была шутка, один мой знакомый пошутил, что, профессия промпт-инженера не успела появиться, а ее уже автоматизировали. Вот. То есть и штука там же в том, что это действительно повышает качество выхода, и оно повышает его даже следующим образом. Э, я смотрел, интервью с Максимом, Страховым на "Подлодке", по-моему, и где он очень подробно рассказывает, как работает LLM. Вот. И в частности, он рассказывает об одном из своих, кейсов, где он просил нейросеть сгенерировать хокку, ну, стишок японский, да, а вторым запросом он спрашивал: "А похоже ли это на хокку?" То есть он ту же самую нейросеть без предварительного контекста просил верифицировать результат. И, соответственно, вот этот вот второй запрос значительно улучшал выход. То есть получается, что если нет, не похоже, это не хокку, то мы запускаем цикл еще раз и, допустим, пробуем этот цикл 10 раз. Если через 10 раз у нас хокку не сгенерировалось, ну, мы падаем с ошибкой, например, либо идем на следующий шаг. Но вот этот вот момент генерации верификации и, возможно, повтор, он действительно драматически улучшает качество выхода. С той лишь, наверное, разницей, что нужно нам, опять-таки, научиться верифицировать результат написанной программы, да, потому что, например, вот если мы говорим, что это просто программа, которая считает какие-то числа, наверное, ее просто верифицировать. Если эта программа управляет дроном, то нужно, соответственно, как-то понять, что она это делает правильно.
То есть, соответственно, нужен какой-то эмулятор, наверное. И чтобы данные с этого эмулятора можно было понять, ну, проанализировать автоматически, опять-таки, и понять, что все происходит правильно. Потому что человек может просто глазами посмотреть, что дрон действительно поднялся, пролетел 2 метра, опустился. Вот. А нейросеть этого сделать не может пока. То есть Вот. ей надо уже подключать тело, руки, глаза, какой-то М. боди, идти туда вот как бы подключение к телу искусственного интеллекта, и тогда будут результаты повышаться. У меня вот возник другой вопрос, а насколько сложные проекты можно делать с помощью AI-ассистентов? Потому что программисты в этом, вот разработчики, с которыми мы общались, они считают, что только простые, только какой-нибудь сайт, там, бот, все. А что-то сложное, какую-то систему, там, мультимодальную, ее сделать невозможно практически. То есть, если мы говорим про какой-то банк, то все, там никакого, нельзя никак применить комплексно, я имею в виду. Можно Мгм. кусочек написать, но комплексно нет. Что вы считаете? Я думаю, что вот, это примерно в ту же самую степень. Я думаю, что это не про сложность алгоритмов, потому что по большому счету, нейросети все равно, какая сложность кода, которого она генерирует. Она, одинаково быстро генерирует код, который пишет Hello World или который, делает какой-то, реализует, алгоритм Union Set. Вот. Ей все равно. Но, проблема, в частности, с большими системами, что они обычно пользуют, ну, опять-таки, это окно контекста. И когда мы пишем большие системы, мы обычно привлекаем много людей, и в том числе для того, чтобы вот этот вот огромный контекст, который у нас есть, загрузить по маленьким кусочкам, в разных людей. Соответственно, у нас ни один из, людей не обладает полным контекстом в голове. Он просто не входит в голову. Соответственно, у нас есть, допустим, какой-то, архитектор, который просто рисует UML-диаграммки и примерно понимает, как эта система работает. Потом у нас есть каждый отдельный кирпичик, который это, допустим, группа систем, которая разбивается на, организацию. В этой организации эти системы разбиваются на команды, команды пишут микросервисы, а потом это все интегрируется вместе. И, соответственно, это интегрируется вместе, опять-таки собирается снизу вверх. У нас есть там, какие-то метрики на каких-то дашбордах, и по этим, показаниям мы делаем какие-то выводы. И мне кажется, что здесь проблема состоит не в том, что эта нейросеть не способна написать этот код, а эта проблема состоит в том, что мы пока еще не научились вот эти вот все, как это в английском это говорят, air gap, то есть, ну, когда между двумя системами есть воздух, да, то есть они не соединены. И вот этот вот воздух надо как-то научиться нейросети передавать. То есть, соответственно, допустим, если у нас есть какое-то задание, допустим, у нас есть там техническая документация, там такой талмуд на разработку банковской системы. Соответственно, эту документацию кто-то должен прочитать всю, но даже если он ее всю прочитает, он ее всю не запомнит. Соответственно, этот человек будет делать конспект. Соответственно, ну, и конспект — это по факту суммизация системы, да, то есть суммизация текста. Эта проблема решена. То есть вот эти все, каждая отдельная маленькая проблемки, они могут быть решены нейросетью. Но чтобы это все связать вместе, вот как раз таки эти компании сейчас и работают для того, чтобы вот эти вот воздух заполнить чем-то, каким-то эфиром, который нейросеть тоже сможет использовать, что ли. Мне кажется, вот оно как-то туда идет. А то, что программисты говорят, что такие сложные системы нейросеть пока не умеет, писать, мне кажется, это, как такая защитная реакция. Вот. А вы, кстати, считаете, что программистов станет меньше вообще, вот если будут дальше развиваться вот эти вот Copilot-системы, да? А что произойдет с профессией программистов? Потому что это важный вопрос, программисты всегда спрашивают, там, типа, разработчика, что дальше будет? Сократится их количество на рынке? Будут ли они какие-то сеньоры, останутся ли только? Или что-то будет по-другому? Как, знаете, когда придумали эти паровые машины, люди стали их обслуживать. Я не знаю, ну, вот Мгм. каким вы видите будущее профессии, индустрии в целом, вот, там, в ближайшее какое-то время? Сложный вопрос. С той точки зрения, что, на него пытаются дать ответы, и некоторые люди говорят, что, ну, знаете, мы просто больше будем писать программ.
С другой стороны, как показывает, например, ситуация в экономике в США, в Европе на данный момент, после вот это вот послековидное сдувание пузыря, когда уволили там десятками тысяч программистов, как будто бы оказалось, что не надо столько программ. То есть программистов взяли и уволили. То есть кончились бесплатные венчурные деньги, и, соответственно, эти бесплатные венчурные деньги перестали осваивать в различных мобильных приложениях условно. Вот. Почему создание нейросети вдруг должно увеличить количество программистов, если даже без нейросети программистов десятками тысяч сократили? Это тот вопрос, на который нужно этим людям сперва ответить. У меня ответа на него, наверное, нет. Вот, и в этом плане, опять-таки, все зависит от того, насколько эта сеть будет, насколько, во-первых, она сама себя сможет воспроизводить. То есть теоретически можно, наверное, додуматься до такого шага, что у нас будет вот этот идеальный черный ящик, который никто больше не может воспроизвести заново, но он решает все наши проблемы, которые мы в него бросаем. То есть у нас, возможно, есть там группа ученых, там из 100 человек, которые его обслуживают. У нас есть какой-то специализированный институт, где мы готовим смену этим ученым, да, то есть, соответственно, у нас уже, соответственно, идет подготовка не сотнями тысяч инженеров в год, а у нас вот уровня PhD люди, которые туда специально идут, они говорят, вот мы будем работать над этой системой. То есть я не знаю. То есть мне кажется, если действительно получится соединить все вот эти вот, как я говорил, пустые места заполнить, чтобы это все начало работать в одной системе, а где в этой системе тогда программист? То есть если система автономно получает задание, может разбить его по шагам, выполнить каждый шаг, интегрировать все шаги между собой, запустить их и потом собирать информацию и постоянно поддерживать ее в работоспособности. Да? То есть получается, что если где-то там произошла ошибка, эта ошибка идет обратно в начальные требования, и это тот момент, о котором я говорил в первом своем видео про идеального искусственного программиста. То есть в этот момент как бы какая проблема у программистов живых? Когда нам приходят новые требования, мы их как-то должны вкорячить в ту систему, которая у нас уже написана. Но искусственному программисту не надо вкорячивать, он просто перепишет всю систему с нуля идеально с новыми требованиями. И, соответственно, она снова работает оптимально, все вот как вот только ее написали. И вот если мы такого момента достигнем, или хотя бы 80% такого, то мне сложно понять, сколько нужно в этот момент программистов будет. Ну, и программисты ли это будут? Либо это будут люди, которые вот дают какие-то технические задания, что-то делают. Я не знаю. Скажите, а вы задумывались, может, приходила мысль у вас, при работе с нейросетями, почему искусственные вот эти копайлоты, они используют, языковые модели, языки человеческие? Но ведь сам искусственный интеллект, ему же без разницы, на чем написать. Он может и на машинном коде написать, он же может гораздо ближе быть к машинному исполнению какого-то кода. Зачем ему питон, зачем ему вот эти... Есть мнение, я как бы спрашивал у профессора математики, он считает, что это защитная реакция программистов. То есть те люди, которые создают искусственный интеллект, они пытаются себя защитить таким образом и заставляют вот эту машину писать на человеческих языках. Что вы думаете? Я думаю, что это просто ограничение данных обучения. То есть, по большому счету, мы же обучаем эту нейросеть на том, что у нас есть. А у нас есть размеченные данные. То есть у нас есть естественный язык, и у нас есть машинный код, который написан согласно этому естественному языку. И этот код написан там на питоне, на JavaScript. И штука даже в том, что очень сильно заметно, что если вы попробуете, допустим, использовать нейросеть для написания кода на каком-то очень малоизвестном языке, у нее совершенно ничего не получится. Вот. Просто потому, что в ее обучающей выборке этого языка не было. Даже если вы скормите этой нейросети всю документацию по этому языку, скорее всего, тоже ничего не получится. Вам нужно будет, собственно, сделать такой процесс, как fine-tuning, да, то есть вам нужно будет настроить эту нейросеть, соответственно, вам нужно будет показать примеры, вот.
И в этом плане, мне кажется, я тоже задавался таким вопросом. Теоретически нейросеть может писать даже не совсем под машинный код, а под код, который люди, в принципе, тоже пишут. Это, например, как это называется, внутреннее представление для виртуальной машины LLVM. То есть теоретически а, нейросеть может генерировать вот это внутреннее представление для LLV и прямо запускать, ну, это уже практически на железе код запускается там с допущениями. А, но здесь опять-таки нужно, кто-то должен эти тренировочные данные сделать. И так как нейросети я пробовал даже, знаете, какой эксперимент? Я пробовал написать запрос нейросети, сказать, придумай язык, который будет оптимальный для тебя. Ну, это если сократить этот запрос. То есть, как бы не человеческий язык, а вот язык символов, который для тебя будет оптимальный для передачи информации. И у меня ничего не получилось на тот момент. Но это еще была, по-моему, GPT 3.5 или 4. Вот, возможно, стоит попробовать сейчас. Но штука в том, что мы, по большому счету, вот на чем мы тренируем нейросеть, то мы и получаем как будто бы назад. То есть, если мы хотим нейросеть научить писать на несуществующем языке, то это, наверное, будет просто другая технология, потому что сейчас они называются, кажется, это называется трансформаторы, это технология нейросетей, которые трансформируют один вход в другой выход. Соответственно, если вот этого связи этой нет, то, наверное, они как-то и не смогут написать на чем-то, чего еще нет. А в частности, если говорить, допустим, про ассемблер, либо про внутреннее представление LLVM, либо про байт-код на JVM, виртуальная машина для Java, такие примеры есть. И мне кажется, это тоже будет любопытный эксперимент, можно попробовать его даже сделать, сказать, сгенерируй Java байт-код для такой-то задачи и посмотреть, что получится. А сам Copilot вот этот не может создать свой язык? Но ведь он же понимает, как создаются языки. И все языки, как программирование, которые мы сегодня имеем, они же были тоже созданы с какой-то логикой. То есть есть логика, четко можно понять, по какой структуре, и явно вот эти искусственный интеллект, он понимает, как возможно ли создать другой язык, который лучше подходил бы для искусственного интеллекта и лучше позволял бы контролировать его результат людям, которые не имеют опыта в каких-то других языках. Условно, в школе будут преподавать какую-то, и каждый школьник, условно, через какой-то 10 лет сможет проконтролировать, правильно ли LLM решает его задачу или нет. Как вы считаете? М, Ну, понятное дело, я не эксперт по нейросетям или по машинному обучению, но то, что я в своих экспериментах и изучении этой темы обнаружил, а, там не- у нейросети нет агентности, она не знает, ну, условно, что для нее будет лучше. И по большому счету ей все равно. Она, ну, для ней, ну, Python для нее хороший язык, потому что на питоне было очень много примеров. Вот. А какой-нибудь язык, например, условно для блокчейна Тон, для нее плохой язык, потому что примеров не было вообще, и она прямо очень, ну, она, если попросить сгенерировать конкретно на этом языке программу, дать документацию, она все равно сгенерирует код на языке для блокчейна Ethereum. То есть она попробует решить вашу задачу, но неправильно. Вот. И в этом плане сказать ей, ну, есть разные заболевания, когда у людей нет чувств. Либо самое простое, люди, которые не видят цвета. Сказать, какой у тебя самый любимый цвет. Человек видит все в черно-белом. То есть, и мне кажется, в этом плане у нейросети просто нету концепции удобства. А если эта концепция удобства для человека будет? Вот смотрите, мы сейчас ориентируемся на разработчиков, которые должны знать языки, чтобы Мгм. контролировать результат. А если мы выведем, условно назовем, выведем язык, который будет понимать, нативно будет понятный любой домохозяйке, и она сможет писать. Я к уменьшению роли профессионализма и необходимости программистов. Это все оттуда.
Ну, по большому счету, это такие попытки были сделаны с различными языками вроде Rust. Вот, то есть язык Rust славится своими вот этими сообщениями об ошибках, да, то есть они там прям вот там все описано хорошо, что произошло, где, куда посмотреть. И теоретически, мне кажется, это будет не нейросеть должна сделать такой язык вот, для себя, потому что это должны сделать люди, которые, у которых задача будет сказать, окей, сообщения об ошибках этого языка программирования должны быть написаны на простом английском языке без строчек кода, без вообще чего-либо. Но строчки кода, опять-таки, нужны людям, чтобы можно было понять, куда надо пойти посмотреть, что сделать. И, соответственно, вот эту вот связку надо как-то будет все равно сохранить. Потому что на самом деле, мне кажется, верифицировать, правильно ли нейросеть решила вашу задачу или нет, вы сможете. Ну, то есть вам просто нужно составить запрос таким образом, чтобы, условно, если мы пишем калькулятор, то мы сможем протестировать его и понять, что он правильно решает математику. Если там возникают какие-то ошибки, то это как бы даже, ну, если программа просто падает с ошибкой, то это не про верификацию правильности программы. Это, ну, это отладка программы, да. И как улучшить отладку, мы с вами поговорили до этого, то есть теоретически нейросеть должна уметь как бы циклиться, сама подсасывать ошибки и сама писать те тесты, возможно, спрашивать нас дополнительный ввод, чего на самом деле, мне кажется, это одно из упущений, то, что нейросети очень редко, когда спрашивают какой-то ввод дополнительный. А это все вот эти вот дополнительные места, которые как раз-таки сейчас заполняет человек. И мне кажется, количество этих мест будет сокращаться, то есть их так или иначе автоматизируют. Ну, программы нейросети, которые свой ввод прогоняют несколько раз, они уже есть такие агентные системы. И они только будут улучшаться. Вот. И в какой-то момент программа, возможно, будет писаться не так за 5 минут, как это происходит сейчас. Типа мы за 5 минут нагенерировали много кода, но он не работает. Возможно, он будет работать пару часов, крутиться, но на выходе зато будет действительно работающий код. Потому что за эти пару часов эта нейросеть сгенерирует код, напишет для него тесты, несколько раз их запустит, отладку произведет, несколько раз спросит дополнительные моменты, какие-нибудь edge-кейсы проверить. Последний вопрос. Какой совет вы дадите программистам, разработчикам, которые хотят попробовать использовать АИ в своей работе? Вот исходя из вашего теста, какие подводные камни прежде всего надо учесть и вообще, ну, насколько все это применимо сегодня уже? Оно на 100% применимо, то есть нужно, как сказать, самый главный совет – это действительно провести потратить время. Ну вот хотя бы денек надо серьезно посидеть, поизучать, понять ограничения, понять, что это все еще не серебряная пуля, понять, что это не волшебная палочка, это инструмент. И здесь есть такое понятие, как протекающие абстракции, да, в языках программирования. Это примерно означает, что чтобы использовать инструмент, в частности, вам нужно знать, как он работает внутри. И если посмотреть ну, хотя бы несколько интервью или каких-то докладов, где вам рассказывают подробно, как конкретно эта нейросеть внутри обрабатывает ваш запрос, и, соответственно, это вам поможет писать запросы и общаться с этой нейросетью с гораздо более, ну, как называется, более осознанно. И, соответственно, из-за этого вы будете получать гораздо более качественный результат на выход, потому что, как я заранее раньше сказал, если мусор на входе, мусор будет на выходе. И если человек просто приходит в нейросеть и пишет: "Создай мне ТикТок", и нейросеть, ну, что-то делает, но как бы не получается. И человек говорит: "Ахаха, ты не умеешь писать код". Ну, это очень высокомерная позиция, мне кажется. Вот. Потратить время, разобраться.
Я вот буквально вот последний хвостик хотел бы спросить, очень важный. Подскажите, пожалуйста, Дмитрий, а вам почему мы не видим вот сегодня, да, новых тиктоков, там, быстрых программ, которые все начинают пользоваться нейросетями? Получилось, что на рынок вышло много непрограммистов, и стартапам легче всего какие-то идеи быстро опробировать с помощью нейросетей. Но мы не видим вот этого бума новых идей, новых программ и так далее. Почему это происходит? Потому что, как оказалось, программирование — это не самая сложная часть была. То есть, самая сложная часть, понятное дело, это маркетинг и привлечение аудитории, да, но перед этим нужно еще сделать, идею, нужно, чтобы эта идея, ну, попала куда-то, ее как-то провалидировать. Вот, а провалидировать ее тоже надо, ну, уметь. И поэтому я и говорю, что, если наш менеджер условный тратит, целый день, для того, чтобы сделать простой там лендинг-страницу, не умея программировать с помощью нейросети, возможно, этот менеджер должен был в этот момент идти и просто на бумажке с клиентами потенциальными, проверять идею. Вот, а оставить лендинг джуниор-программисту с нейросетью. Вот. И еще буквально маленький. Программист без знания нейросети сегодня возможен вообще? Вот вы бы стали Конечно. рассматривать такого человека при найме на работу? Приходит программист и говорит: "А я не знаю, я не умею, я не пользуюсь, только Google, вот православный Google". Все еще да, и я, возможно, очень по-менеджерски отвечу, но если в итоге этот программист потом перестанет, быстро решать задачи, его просто уволят. Но на данный момент он все еще будет годен, правильно? Поэтому да. Спасибо большое, Дмитрий. Огромное удовольствие было с вами общаться. Еще больше удовольствия смотреть ваши видео. Я очень хотел бы, чтобы они выходили как можно чаще и как можно больше вот таких экспериментаторских было видео со сравнениями. Очень хотелось бы, чисто от зрителей, примите наше пожелание. А я вас благодарю, спасибо большое, что уделили нам время. И текстовая версия у нас будет на haber.com. Если вы захотите, те, кто посмотрел это в записи, задать вопросы Дмитрию, мы передадим ему ссылку на опубликованный текст, и если он захочет, он зайдет в комментарии и вам ответит. Спасибо большое, Дмитрий. Хорошего дня, Спасибо за удачи вам. приглашение. Спасибо большое, да.